Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости и будем говорить о целом центральном регионе Украины, куда входят 5 крупных областных городов-центров. Это город Киев, это город Винница, город Житомир, город Черкассы и город Крапивницкий. Вот такой большой массив данных, исключительно статистических данных, в разрезе, так сказать, первичного, вторичного рынка, мы говорим о жилой недвижимости, я вам, так сказать, покажу и расскажу, ну, на протяжении, наверное, 30, чуть больше, может быть, минут. Итак, друзья, поговорим с цифрами о том, что произошло с недвижимостью. В конце видео подведем итоги. Я сделаю краткосрочный прогноз о том, что будет происходить с недвижимостью до конца первого квартала 2026 года уже. И отвечу на вопросы моих друзей и подписчиков, которые с постоянством или с завидным постоянством мне пишут и говорят: Андрей, ты ничего не понимаешь на рынке недвижимости. Во-первых, ты не риэлтор, у тебя нет сделок. А во-вторых, программа ЕОСЕЛЯ, это такая государственная программа, она настолько разогрела рынок недвижимости, что квартиры продаются как пирожки. Ну, это буквально я вот как бы нашу переписку. Причем это не один человек, да, это достаточно много таких людей. Я понимаю, это, наверное, риэлторы, раз у них есть сделки, раз они, как она называется, знают, что такое есть программа EOSELA. Я же с цифрами вам, друзья, постараюсь рассказать и показать, что вы глубоко ошибаетесь по поводу государственных программ, которые могут разогревать рынок недвижимости. Есть большая государственная программа по тырингу денег. И вот там есть определенные люди, которые, конечно же, разогревают рынок недвижимости, но только европейских стран. Ни в коем случае не страны Украины, потому что страна Украина для инвестиций абсолютно неинтересная. Поэтому я отвечу на все эти вопросы в конце видео. Досмотрите, друзья. Итак, переключаю на показ слайдов, которые я подготовил для вас. И через призму времени и цифр, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Alim Consulting, давайте попробуем вместе с вами разобраться, а что же все-таки произошло с рынком жилой недвижимости в целом в центральном регионе Украины. Ну, начинаем, давайте вот так, пойдем сверху вниз, не сверху вниз, да, это слева направо, наверное, да, это лево, право. Ну да. Ну, в общем, вы разберетесь. Начинаем с города Житомира. Город Житомир, население довоенное, друзья, 266 тысяч. Кто меня смотрит из города Житомира, напишите, пожалуйста. Я предполагаю, что в городе Житомире, вот, наверное, население прибавилось, а не уменьшилось после войны. Ну, кто живет в Житомире, напишите ваши ощущения. Больше людей на улице, меньше, больше в транспорте или меньше? Я предполагаю, что больше. Количество предложений на рынке жилой недвижимости сюда входит первичный, вторичный рынок. Естественно, ноябре месяце достигло 9380 объектов жилой недвижимости, что на 1,7% больше, чем это было в октябре месяце. То есть количество желающих продать больше, чем количество желающих купить. Но это тем риэлторам, которые мне написали. Но я предполагаю, что это риэлторы, что, Андрей, вы ничего не понимаете в рынке недвижимости, потому что вы не риэлтор. Ну, их плохо, наверное, так сказать, этих начинающих риэлторов учили, потому что риэлтор – это не только продавец на самом деле, он и должен понимать некие тренды, тенденции, которые происходят на рынке. А это происходит благодаря тому, что этих самых риэлторов надо ж учить чему-то. То есть сам человек, ну, вряд ли постигнет такую сложную науку, как статистика, да? А вот, к сожалению, последние 3 года приглашает политиков на данные, так сказать, вот эти там международные, всенародные семинары, которые проводят риэлторы, но никак не приглашают профессиональных специалистов, которые профессионально зарабатывают
на этом, в общем-то, деньги, а не какие-то политические баллы. Итак, это я так отвлекся, извините. Ну, пообщаться ж надо просто не цифрами, а и простым человеческим языком. Итак, друзья, количество предложений выросло. Дальше переходим в социальное жилье. Это вторичный рынок, рост на 1,85% за месяц. То есть это безумно большая, ну, рост стоимости. Где в городе Житомире, в котором живет 260 тысяч, которые 200 километров от Киева находятся. А с какого перепугу он начал там расти, стоимость квадратного метра? А какие там предприятия, друзья? Подскажите мне. Я знаю, там какие воинские части стоят, а какие такие серьезные предприятия, которые могли бы, так сказать, поднимать экономику в целом города Житомира и Житомирской области и, в общем-то, увеличивать количество людей, у которых появляется достаточно много денег, чтобы они могли покупать недвижимость, и тем самым, в общем-то, увеличивался бы спрос. Спрос не увеличивается, увеличивается количество предложений. Эконом-комфорт, бизнес-класс – это также вторичный рынок. Рост плюс 0,70% за месяц. Безумие. Переходим к первичному рынку. Квартиры эконом-класс. Рост плюс 0,93%. Это тоже безумие. Но первичный рынок хоть тут можно как-то объяснить. Первичный рынок, в отличие от вторичного, это все инвестиции в гривни. Национальная денежная единица, гривня, она обесценивается. Ну, к евро, к доллару. Раз в долларах, значит, будем говорить, по отношению к доллару обесценивается. Естественно, включаются инфляционные процессы, то есть дорожает товары и услуги в гривне, и что кирпичи в том числе, ну, это товар, да, цемент, свет дорожает, а так как стоимость квадратного метра в гривне, то, соответственно, увеличивается стоимость недвижимости на первичном рынке. Здесь я еще могу это объяснить как-то, хотя тоже, ну вот, 0,93, 1% в месяц, то есть это инфляция не показывает столько, друзья. То есть деньги не обесцениваются украинские с такой скоростью, как дорожает в данном случае рынок первичной недвижимости. Но мы как бы рассуждаем, мысли вслух. Первичный рынок комфорт бизнес-класс рост 1,24% за один месяц. Фантастика! С чем я вас, друзья, и поздравляю. Стоимость квадратного метра вы можете прочитать в долларах. Ну, не буду, так сказать, тратить на это время. Дальше, друзья, город Киев. Население довоенное 2 миллиона 950 тысяч. Сейчас, по ощущениям, хоть я как месяц уехал из города Киева, чуть больше, но, наверное, 3 миллиона, может быть, 3 200, 3 300 живут, потому что я как бы активно передвигался по городу и видел людей, машины с номерами из, так сказать, регионов, да, ну и так далее. Поэтому в Киеве на сегодняшний день больше достаточно, ну, чем до войны людей. Я это могу как киевлянин вам сказать, что это соответствует действительности. Количество предложений 69 300 объектов жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке, что также показало рост на 1,2%, то есть желающих продать больше, чем желающих купить. Но если говорить о стоимости квадратного метра, начинаем с социального жилья. Здесь мы видим, что 0,29% это рост за месяц. Но, слава богу, хоть не 2% вот здесь, или не 1,5%, как в городе Житомире. Эконом-комфорт бизнес-класс, рост 0,69% за месяц. Ну, что тоже, в общем-то, слава богу, что не 2%. Дальше, первичный рынок квартиры эконом-класс подорожали на 0,63%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожал на 0,31%. И первичный рынок элитный класс подорожал на 0,17%. Ну вот давайте как бы подведем такие микро, да, итоги по двум областным городам. Город Житомир. Я предполагаю, что здесь рост стоимости за счет миграции. Миграция – это внутреннее перемещение людей внутри страны.
То есть я так думаю, что с Харьковской области, ну, возможно, с Днепропетровской областью, возможно, с Одесской, приезжают более безопасные города, которые находятся в центре Украины. И, конечно же, здесь стоимость достаточно небольшая. Ну, вот видим на примере социальное жилье 551 доллар за квадратный метр, в отличие от города Киева, где в 2 раза больше стоимость квадратного метра на социальное жилье. Но понятно, что город Киев также переполнен людьми, которые мигрируют по Украине. Это люди зажиточные, наверное, богатые. Ну, богатые, может, не богатые, но которые могут себе позволить снимать в аренду достаточно дорогую недвижимость. Возможно, это и дает нам вот этот, как оно называется, вот этот рост по всем сегментам рынка недвижимости. Я предполагаю, что это именно так и обстоят дела. Дальше, город Черкассы, друзья. Количество предложений. Ну, во-первых, население 279 тысяч. То есть, ну, небольшой город, это довоенное население. Сейчас я так предполагаю, что все-таки больше здесь живет население. Напишите, кто с Черкас меня смотрят. Количество предложений 9250 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок, что на 1,6% больше, чем в октябре месяце. Социальное жилье, стоимостной показатель, рост также 0,85%. Эконом-комфорт, бизнес-класс, безумие, рост 1,41% за месяц, друзья. Ну, я не шучу, я вам показываю цифры, можете сами посчитать, вот в этой таблице мы разберемся. Первичный рынок квартиры эконом-комфорт, первичный рынок эконом-класс плюс 0,24% за месяц. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс также рост плюс 0,65%. То есть я также предполагаю, что город Черкассы за счет миграционных потоков населения, которое переезжает из, так сказать, прифронтовых городов, видим, что рост стоимости квадратного метра, но при этом меня смущает, знаете, что один вот показатель, который показывает, что количество квартир, которые выставляются на продажу, оно с каждым месяцем, с каждым годом войны увеличивается. А вот желающих купить, ну, совершенно нет. За счет чего тогда появляется вот этот рост стоимости? Друзья, ну напишите, может кто-то, у кого-то есть какие-то версии на эту тему, мне будет интересно послушать. И как бы я потом отвечу на эти вопросы, которые вы напишите, и просуждаем вместе, да, почему же растет недвижимость в центральной части Украины. Следующий город Крапивницкий, бывший Кировоград, помните такое, да? Кировоград, Кировоградская область осталась, а вот город Кировоград почему-то решили обозвать или по-другому переименовать в Крапивницкий, да? Ну, это без обиды к людям, которые живут в городе Крапивницкий, который бывший Кировоград. Итак, смотрите, население 226 тысяч. Вот здесь, друзья, я все-таки предполагаю, что Кировоград здесь, ну, он традиционно был самый такой бюджетный город в центральной части Украины. Население 226 тысяч. И он все-таки вот ближе туда, к не северо-восточной, а к восточной части Украины. То есть я предполагаю, что население здесь все-таки, наверное, чуть меньше, чем довоенное, хотя могу ошибаться. Количество предложений на рынке жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок 7890. Объектов жилой недвижимости, что на 1,8% также больше, чем в октябре месяце. То есть та же самая ситуация. Продать больше люди хотят свою недвижимость, чем желающих купить. Социальное жилье подорожало на 1,96%, безумие на 2% за месяц, друзья. Эконом-комфорт, бизнес-класс подорожал на 1,67% за месяц. Первичный рынок эконом-комфорт, первичный рынок эконом-класс подорожал на 1,22%. Ну и что у нас тут? Первичный рынок комфорт, бизнес-класс также подорожал на 1,57%. Ну, в общем, по всем сегментам рынка недвижимости уже четвертый город показывает динамику роста. Переходим к последнему городу.
областной город-центр. Ну, почему областной город-центр? Винницкая область, помните, да? Вот сейчас мы говорили, город Крапивницкий – это Кировоградская область, ну и так далее. Черкасы – Черкасская область, Киев – Киевская область, а Житомир – Житомирская область. Население, город Винница – 370 тысяч. Я вот думаю, что сейчас здесь побольше населения. Почему-то предполагаю, потому что это реально центральная часть Украины, и даже ближе туда на запад идет. Видите, да? По карте даже видно. Поэтому даже граничит, граничит даже, имеет погранпереход Винницкая область. Поэтому, ну, здесь, наверное, население должно прибавиться. Почему? Это более спокойная центральная часть Украины. Итак, количество предложений 11 550 объектов жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок. Но вот здесь видим снижение минус 1,5%, то есть выборка меньше показывает объектов жилой недвижимости, чем в октябре месяце 2025 года. Социальное жилье подорожало на 0,77%. Эконом-комфорт, бизнес-класс, это мы говорим о вторичном рынке, подорожал на 1,30%. Первичный рынок, эконом-класс, подорожал на 0,99%. Ну и первичный рынок квартиры, бизнес-класс подорожали на 1,29%. То есть подводим итоги по 5 крупным областным городам-центрам, по всем сегментам рынка недвижимости. Мы видим рост от 0,5% до 2% в месяц. Еще раз повторюсь, друзья, это безумие. Почему это безумие? Потому что макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие каждой области, они ниже плинтуса. Тогда почему же растет стоимость квадратного метра? Мне говорят, что это коррупция, мне говорят, что это программа ЕОСЕЛя. Ну, друзья, ну не будьте такими смешными. Не работает. Если бы вся Украина была из коррупционеров, да, наверное, бы можно было разогреть тогда рынок недвижимости. Большая часть людей, которые живут в Украине, они же не коррупционеры. Да, есть определенная категория упырей, которые сосут кровь с экономики Украины. Но еще раз повторюсь, они не инвестируют в первичный, вторичный рынок недвижимости Украины, потому что они понимают, что это безумие. Они инвестируют в европейские страны. Даже вот не сомневайтесь. Ну а программа, так сказать, ОСЕЛя, в конце видео я вам покажу цифры. Досмотрите, будет интересно. Давайте подведем итоги. В результате, так сказать, всего лишь одного месяца, но уже только здесь класс социальное жилье, друзья, представляю. Показываю. Город Киев, 1052 доллара за квадратный метр, самый дорогой город в центральной части Украины. Рост за месяц 0,29%. Город Винница, 653 доллара за квадратный метр, на втором месте после города Киева по стоимости квадратного метра. И видим, что рост 0,77% за месяц. Следующий город Житомир, он находится там на 4-м месте, 551 доллар за квадратный метр и рост 1,85% за месяц. Город Черкасы на 3-м месте находится по стоимости квадратного метра, 592 доллара, рост 0,85% за месяц. И город Крапивницкий, 520 долларов за квадратный метр, самый такой бюджетный город с точки зрения стоимости недвижимости. И здесь рост почти 2%, 1,96% за месяц. Но это безумие, еще раз говорю. Центральный регион, вот эти подытоживающие данные, красная черта, 674 доллара за квадратный метр, что показало за месяц рост 1%. Ну, с чем вам, друзья, и с чем вас, друзья, я и поздравляю. То есть рынок недвижимости растет. Только вот вопрос. А назовите мне факторы, которые влияют на этот рост. Я их не могу назвать. Наоборот, факторы показывают обратно, которые, в общем-то, характеризуют состояние экономики. Но это так. Следующий слайд, последний, не последний. Здесь вверху осталась та же самая
картинка, карта, а вот мы с вами переходим вниз слайда. Здесь сравнение ноября 2025 года с ноябрем 2024 года по, естественно, центральной части Украины, по 5 крупным областным городам-центрам. Город Киев, также социальное жилье. 1052 доллара за квадратный метр, рост 0,67%. За год уже, друзья. То есть это немного, да, но это рост. Индекс положительная единичка, запятая 0,07. Да, друзья, вот мне многие, ну, многие, не многие, но пишут, там какая-то женщина написала: Андрей, вот это то, что вы там нам показываете, какое-то социальное жилье, эти хрущобы, вот это все, это самое, как бы, то, что вообще никто ничего не покупает. Ну, я хочу ответить этой молодой или уже женщине в возрасте, не знаю, да, что, ну, друзья, ну, не надо же быть, ну, совсем, как она называется, человеком-имбецилом, да. Посмотрите структуру рынка жилой недвижимости. Так вот, я вам могу на цифрах это показать и рассказать, что большая часть, это порядка 80, наверное, 5 или 7% недвижимости, жилой недвижимости, которая эксплуатируется в Украине, это как раз те хрущевки, сталинки, дома, которые были при царе Паньке построены. Ну, Украина, она ж разная. Во Львове Австро-Венгрия строила дома. На востоке Украины, естественно, это были сталинки, были царские дома. То есть большая часть жилого фонда как раз и относится, я вам, ну, уже как бы 85, может быть, 87, наверное, 85, она же разрушается, инфраструктура. Сейчас статистики нет. Так вот, ну, давайте 85 возьмем. 85% жилой недвижимости, это в структуре рынка жилой недвижимости или жилого фонда, это в статистике так называется, это те вот именно квартиры, которые вы называете, как-то так очень уничижительное такое слово, типа это, ну это же там трэш, мусор там или как-то по-другому, ну не буду, не факт. Так вот, за 30 лет Украина построила всего лишь 15% более-менее комфортабельного, ну, как считают современные люди, жилья. Хотя я очень в этом сомневаюсь. Жить в городе Киеве на 24 этаже в Марачосе, который стоил в свое время под 5000 долларов за квадратный метр, и видеть, как летят шахеды, не в туалет сходить, не воды, потому что электричество, насосы вверх качает воду, водоотвода тоже нет и всего остального. Ну, ребята, тут это такое очень сложное, как оно, представление о комфорте в современных домах. Поэтому отвлекся, но вот просто те вопросы, которые вы мне задаете, я в процессе, так чтобы не сильно было скучно, озвучиваю. Город Винница, 653 доллара за квадратный метр, то социальное жилье, которое было построено при Советском Союзе. Рост 4,85% за год. Город Житомир, 551 доллар за квадратный метр, рост 2,23% за год. Город Черкассы, 592 доллара за квадратный метр, рост 6,67% за год. Ну и город Крапивницкий, 520 долларов за квадратный метр, рост 3,59% за год. Ну, видим, что на первом месте по росту за год город Черкассы, на втором месте город Винница, на третьем город Крапивницкий, на четвертом город Житомир и на последнем месте аутсайдер, ну, потому что самое дорогое жилье – это город Киев. Если подводим итоги, центральный регион – это среднее арифметическое число в целом по региону, 674, как оно считается, вы знаете. За год рост 3,19%. Друзья, вот здесь мы видим индекс положительная единичка, запятая 0,32. Немного саморекламы. Что такое индекс? Индекс недвижимости, в данном случае социальное жилье, это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра данного класса во времени.
Считается он просто, показывал 674 доллара, это ноябрь 2025 года, делим на 653 доллара, это ноябрь 2024 года, получаем снижение в процентном соотношении 3, или в рост в данном случае 3,19% и положительный индекс, запятая 1,032. Друзья, ну вот я знаю, что фокус-группа людей, которые меня смотрят, это люди, которые будут в финансовых учреждениях Украины и не только. То есть это сотрудники управления по рискам, риск-менеджменту. И на протяжении больше 10 лет мы готовим исследования для национальных, украинских, системных банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И фокус-группа, я уже сказал, кто смотрит меня. Так вот, люди, которые этой профессии, они очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. И вот на примере вам целого региона, правда, только класс социальное жилье, показал индексы и в данном случае рост стоимости квадратного метра. Поэтому, друзья, для того, чтобы меня найти, вам необходимо просто посмотреть в описании YouTube канала. Мой, напоминаю, это Viber телефончик. Напишите мне или созвонимся, составим техническое задание, и раз в квартал вы будете получать исследования рынка недвижимости по всему кредитному портфелю вашего финансового учреждения, то есть под квартиры, которые находятся в залоге в вашем банке, и которые меняются в стоимости его времени, вы будете получать не только квартиры, а под недвижимость в целом, еще раз, будете получать полную информацию. Информация будет в виде отчета, исследования с графиками, с цифрами, в общем-то, с методологией обоснованной, научной методологией. Поэтому пишите, друзья, я с удовольствием вам отвечу. Почему? Потому что вот синергия наших знаний, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость квадратного метра во времени в Украине, помогает и вам облегчить, так сказать, ваши бизнес-процессы, ну и мне, и компания Olymp Consulting развиваться, потому что любой новый, естественно, клиент – это возможность зарабатывать, что, в общем-то, всегда хорошо. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Мы подвели итоги. Вы запомнили, что рост 3% был так сказать, в ноябре месяце 2025 года по целому региону. Теперь давайте я найду вот этот слайд. Вместе с вами вот просто поразмышляем, да, на тему, а почему же растет недвижимость? И это не только в центральном регионе Украины, а растет и в Одесской области, растет в городе Харькове, на удивление, в городе Чернигове растет. Ну и тогда я уже не говорю про западную часть Украины. Давайте обратимся к статистике, которую нам предоставляет, извините за каламбур, служба статистики. Это официальные данные, они не в таком виде, как я их даю вам, но можете перепроверить. Так вот, на рынок недвижимости влияют внешние факторы и внутренние. Внешние факторы – это война, внешние факторы – это голословные высказывания президента Дональда Федоровича Трампа, что закончится война скоро, или высказывания каких-то наших деятелей, да, что тоже война закончится и кофе будем пить в Крыму. То есть это белый шум. Он влияет на мозги людей очень сильно, да, потому что мы работаем с предложениями. И, так сказать, в силу того, что многие люди, которые называют себя риэлторами, они не имеют компетенций как таковых, то есть они могут рекомендовать своим продавцам завышенную нерыночную стоимость, что тоже влияет на состояние рынка в целом. Почему? Потому что мы работаем с предложениями. Ну, чтобы это было понятно, да? Предложение – это квартира, которая не продалась. Так вот, вот эти внешние факторы, они влияют и очень сильно. А сейчас мы говорим о внутренних факторах. Это исключительно экономика и только экономика.
Макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики. Один из таких основных, который влияет на состояние рынка недвижимости, количество сданного в эксплуатацию жилья. 2024 год с 2021 довоенным годом сравниваю. То есть, по сути дела, это первичный рынок, характеристика строительной отрасли Украины в целом. Смотрим, что 2024 год, снижение строительной отрасли по объемам сдачи в эксплуатацию нового жилья на 33%. Надеюсь, я округлил в большую сторону. Давайте перейдем к центральной части Украины. Это город Киев, Киевская область, Винницкая область, Житомирская, Черкасская и Кировоградская. Что мы видим? Город Киев, снижение на 29%, 30% за период сравнения 2024 год с 2021 годом. Киевская область, снижение на 42%, округляю в большую сторону. Винницкая область показала динамику роста с какого-то перепуга, но тут можно понять, строится жилищный комплекс на протяжении 3-4 лет. И вот война у нас когда, помните, да? То есть уже 3-4 года, как раз я так предполагаю, что это жилищные комплексы, которые начали строить до войны, вот сейчас их сдают в эксплуатацию. Житомирская область, снижение на 35%, Кировоградская. Здесь вообще нифига не строят, друзья. Вот это для меня удивительно. Почему? Это же не прифронтовая область, хотя она ближе к восточной части Украины расположена, но здесь ничего не строят. Значит, компании-застройщики понимают, что нет платежеспособного населения. Итак, в целом, по целому центральному региону снижение на 27%. 27,2%. То есть это говорит о том, что компании-застройщики перестали строить в центральной части Украины или снижают выдачу в эксплуатацию нового жилья. Давайте посмотрим также это за первое полугодие 2025 года. Город Киев, 7150 квартир было всего сдано в эксплуатацию. То есть давайте вернемся сюда, чтобы вы просто понимали. Здесь 21 тысяча, 2024 год. А за первое полугодие 2025 года всего лишь 7 тысяч. Даже предположим, хотя так нельзя, это называется экстраполяция линейная, да, то есть предположим, что 7 тысяч также будет сдано во второй половине, это уже 14 тысяч. Но это как минимум, видите, во сколько раз меньше, чем это было в 2024 году. Итак, давайте от города Киева, то есть проваливается или становится на паузу первичный рынок. Дальше что мы? Винницкая область. Тоже меньше, чем в 2024 году за первое полугодие. 2522. Следующая область, которую мы с вами разбирали, Киевская, 5710 объектов жилой недвижимости. Тоже меньше, чем в 2024 году. И так далее. Можете посмотреть, я, по-моему, не назвал, только сейчас скажу, как она у нас называется, Кировоградская. Вот видите, Кировоградская область. Обозвали город Крапивницкий, а Кировоградская область осталась. Здесь тоже ничего, друзья, что не строится. В 2025 году, это за первое полугодие, я сделал скриншот. Друзья, теперь давайте перейдем к следующему слайду, и я вам постараюсь очень подробно рассказать по второй макроэкономический показатель, который характеризует людской, так сказать, капитал. Вы же понимаете, что недвижимость строится для людей. Чем меньше людей, тем менее востребованная недвижимость. И вот эта статистика, которая официальная, друзья, исключительно официальная статистика, просто многие не могут ее найти или не понимают, как работать с цифрами. Я на примере в 4 классе люди понимают, маленькие дети уже понимают, как там 1 + 1 это не 5 сольда, а 2 получается. Итак, смотрите, население Украины 2022 год, первый квартал 41, война началась, 41 миллион 167 тысяч. Начиналось все очень хорошо. 91 год, Союз распался советский. Было 52 миллиона, округлил чуть большую сторону. Посчитать можете. За период бездарного правления людей-клиптоманов, которые приходили к власти с постоянством, мы увидели депопуляцию, деградацию общества. Депопуляция населения, понятно что. Дальше, друзья, вверху смотрим. 7670
вернее, 7 миллионов 670 тысяч. Это население, которое с Украины уехало или убежало, точнее, в европейские страны. Из них только 4 миллиона 805 тысяч получили вот эти временный статус защиты, да. В Россию уехало 2 миллиона, ну, Российская Федерация говорит, что у них 5 миллионов как минимум живет. Я склонен верить 5 миллионов. И вот непростая математика, 7 миллионов 678 тысяч – это население Украины, которое покинуло страну, в Евросоюзе проживает. Плюс 5 миллионов – это люди, которые уехали в Российскую Федерацию. Получаем 12 миллионов 678 тысяч. Добавляем сюда 500 тысяч – это безвозвратно ушедшие люди, то есть погибшие на фронте. Хотя я уверен, здесь весь миллион. Почему? Потому что наши пропагандисты говорят, что россиян погибло 500 тысяч, а наших, вернее, миллион, а наших всего лишь 500 тысяч. Ну, бред полный, да, при всем при том, что, ну, это не смешно, то есть, ну, это настолько низкий уровень, как оно называется, одурачивания, да, населения. Я предполагаю, что, скорее всего, паритет есть, то есть миллион с их стороны, миллион с украинской стороны. Но возьмем 500 тысяч, так и быть, потому что политики об этом часто говорят. И вот что мы получаем. Люди, которые уехали, люди, которые погибли, составляют 13 миллионов 178 тысяч. Посчитаем очень просто, это называется прикладная математика, ни больше, ни меньше. 41 миллион 167 тысяч, вот эта цифра, видите? Отнимаем 13 миллионов 178 тысяч, это вот эта цифра. Получаем 28 миллионов людей, которые проживают на территории Украины. Друзья, я склонен больше верить, что это 25 миллионов. Почему? Потому что вот здесь мало того, что ну, обманывают количество погибших, там же количество людей, которые без вести пропавшие, которые в плен попали. То есть здесь совершенно другие цифры. Я так думаю, что вот смело от 28 миллионов можно отнимать 2 миллиона. И плюс еще вот здесь не все люди, так сказать, попадают под, ну, зарегистрированы. И в Российской Федерации, я думаю, что больше. Итого мы, ну, 25 миллионов, вот это население на сегодняшний день Украины, это очень похоже на правду. Я вам о людском капитале, друзья. Люди живут в квартирах. Все правильно, недвижимость строится именно для них. Именно поэтому мы видим первый показатель. Но я показываю такие самые основные, которые, ну, более понятны для обывателя. Перестал первичный рынок сдавать в эксплуатацию новое жилье по причине того, что меньше людей, население, которое осталось неплатежеспособно, ну и так далее. Поэтому меньше и в эксплуатацию сдает. Скажите мне, а почему тогда растет стоимость квадратного метра? Не, ну, мне расскажут. И я подготовил специально для тех, которые не хочуки, не умехи, но слушают шмарафон и пишут мне: Андрей, да, ЕОСЛ, она ж трулит, блин, разогревает рынок недвижимости. Смотрите, я взял вот просто вот скриншот, там, я не знаю, там, как он, Коммерсант, да, буквально новости, которые 2 или 3 дня были. Почему взял? Здесь очень конкретно, здесь не заголи по заголям, а очень конкретно они расписывают, что... Давайте прочитаем. Так, они структуру дают людей, которые получили это жилье. Видите, военнослужащие, педагоги, медики, там, ветераны, ученые, ну и так далее. Из приобретенного жилья всего 10 402 объекта вторичного рынка. Дальше. 4963 жилье так называемой первичной продажи. То есть это сданная в эксплуатацию уже первичка. То есть квартиры, в которые можно заселяться. И в том числе 942 объекта на этапе строительства. Но это чисто, так сказать, первичка. Вот 5, вернее 10 тысяч, прибавляем 5 тысяч. Ну вот здесь оно округлим, да, получаем. Ну пускай вот это добавим. 16 тысяч объектов жилой недвижимости за весь период времени, пока идет война. То есть это почти, ну, в феврале будет 4 года. Друзья, алло, риэлтор, сколько населения? Я вам посчитал. 25 миллионов.
Ну, сюда же входят старики и дети. А если посчитать экономически активное население, вот он здесь на этом графике, вы просто как бы поймете глубину демографического провала, который уже есть в Украине. Так вот, на 25 миллионов людей за все время было выделено по ЕОСеле 16 тысяч квартир. Но вы можете сопоставить, то есть вот где единицу ставить или запятую, да? То есть это ничтожно малое количество квартир. Это как, знаете, капля в море, которая никаким образом не сможет разогреть никакой там рынок недвижимости. А вот здесь посмотрите экономически активное население, которое называется сейчас рабочей силой, а в военкоматах это называют еще мобилизационным ресурсом. Так вот, в 2022 году это было 16 тысяч, 16 миллионов, я прошу прощения, 600. Так это довоенное время. Сейчас они статистику не дают уже такую. Вы можете себе представить, насколько глупы размышления о том, что ЕОСеля каким-то образом разогревает рынок недвижимости. Ну, наверное, это в головах швондеров, шариков, которые не учились, а хотят или желают зарабатывать на рынке жилой недвижимости. Сейчас я, конечно, говорю о людях, которые некомпетентны, но при этом, при всем дуют щеки и рассказывают, что рынок недвижимости разогревает именно эта программа. Друзья, ну это я так, возможно, эмоционально, но по-другому нельзя. Когда я читаю глупости, очевидные глупости, которые мне пишут молодые люди, скорее всего, это молодые люди, потому что, ну, как я знаю, у меня старшей дочке, извините, уже под 40 лет, да, а эти пишут, которые даже, когда я там начинал работать, не было, так сказать, ой, даже не под стол ходили, не было в планах у их родителей, да. Пишут мне, что это, Андрей, ты нифига не понимаешь, у тебя нет сделок, ты ж не риэлтор, да. А мы риэлторы все знаем. Но это так, да, друзья. Надеюсь, вы, говорю с сарказмом, надеюсь, вы меня понимаете. Итак, заканчиваю показ слайдов. Разговорился, времени потратили очень много с вами. Итак, друзья, о прогнозах. Я все-таки предполагаю, что первый квартал мы увидим отрицательную динамику снижения. Вот убейте меня, я не могу себе предположить, что в стране, где идет война, где разрушена экономика, где есть, да, коррупция, но это упыри, которые покупают деньги не в Украине, вернее, покупают недвижимость не в Украине. Это ТЦКшники, но их вместе с милицией 150 тысяч, это ничтожно малое число. Где есть программа ОСЭЛя, которая, ну, ничтожно 16 тысяч на 25 миллионов населения, это просто ни о чем, друзья. Ну, нет объективных факторов для роста недвижимости, друзья, стоимости квадратного метра, поэтому я все-таки предполагаю. Я понимаю, что есть внешний шум, вам дуют в уши с каждого утюга, рассказывают, что все растет и так далее. Уже не буду говорить там про все остальное. Я предполагаю, что в первом квартале мы увидим незначительное, но снижение, возможно, где-то на 1,5% за 3 месяца. То есть вот эта динамика роста необоснованно поменяется на некие тренды, которые будут показывать снижение стоимости. И я предполагаю, что это будет, наверное, ну, 1,5%, может быть, будет 2%. Я цифру точно не угадаю, но, в принципе, тенденции, думаю, будут именно таковыми. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки ставить, дизлайки, задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу. Видите, я на протяжении всего видео отвечал на вопросы своих подписчиков. Спасибо, что пишете. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. До встречи, друзья, в следующих моих видеороликах.